Всем привет! Это Rhythmic Gymnastics 101, и сегодня мы поговорим про различия правил по художественной гимнастике в США и Европе. Ну а самый быстрый и надежный способ это сделать, это, конечно же, сравнить, как происходит судейство по тем или иным правилам. А для эксперимента я взяла два упражнения девочек одного возраста, 9-10 лет. В США дети 2011 года рождения встречаются во всех уровнях от 3 до 8. Но так как в третьем их критически мало, а правила 7 и 8 уровня это страшный темный лес, в который мы окунемся в одном из следующих видео, то круг стремительно сузился до 3 вариантов. Проанализировав данные по 5 последним турнирам, а точнее количество гимнасток 9-10 лет в разных категориях, оказалось, что в 5 и 6 уровнях посещаемость примерно одинаковая. Но так как мне под руку подвернулись два подходящие упражнения с обручем, а в правилах 6 уровня последние 2 года обруча нет, то выбор пал на 5 уровень. И сразу хочу предупредить, дальше будет много моего субъективного судейства. Видео взято с крупного международного турнира, на котором работали судьи высшего пилотажа, и я никоим образом не пытаюсь критиковать или разбирать их решения. Но перед просмотром необходимо вставить справочку. Итоговая оценка складывается из оценок трудности и исполнения. Трудность можно набирать элементами предмета или тела, а исполнение это вычет по артистизму и техническим ошибкам. Ну что ж, а теперь к матчасти. Сейчас внизу будут появляться баллы, которые гимнастка зарабатывает в течение упражнения. Слева, если судить по международной программе, и справа по программе 5 уровня. Ну а наверху вы видите сбавки. Слева это техническое исполнение и справа за артистизм. Косив батько, косив я, та й викосив солов'я, соловей у саду тьох-та-тьох, канареєчка, Роман косить, Ганка в'яже, Катерина загріба, Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шовка до лиця, люблю гриця молодця. Посилала мене мати до криниці воду брати, соловей у саду тьох-та-тьох, канареєчка, Роман косить, Ганка в'яже, Катерина загріба, Роман воли напуває, Ганна воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Так, ну а теперь подсчитаем-ка результаты. По международной программе. Для оценки трудности сложим все, что появлялось в левом углу, а для подсчета оценки исполнения
Вычтем из 10 все, что появлялось в левом, правом углу, а также еще немножко. Итоговые оценки получились 16,0 и 15,5, что оказалось не так далеко от официальных оценок за эти упражнения. Ну а по правилам пятого уровня много считать, конечно, не пришлось, но все же. В первой строчке сумма по трудности тела. Дальше бонус за выполненную базовую работу с предметом, оценки за броски и танцевальные дорожки. Таким нехитрым образом оценки трудности получились 3,8 и 3,9, но разрыв между гимнастками стремительно уменьшился. Подсчитаем же и оценки исполнения. Для чистоты эксперимента, ну и так как мне обе девочки показались одинаково музыкальными и выразительными, я выставила одинаковые оценки по артистизму, но вычла подсчитанные во время видео технические ошибки. И так как у первой девочки их было на балл больше, то итоговая оценка, соответственно, получилась на балл меньше. Ну а разница в итоговых оценках оказалась больше балла. Ах, да, кроме всего прочего, взглянем на вот эту строчку из локальных правил Федерации. Судья еще должен вычесть полбалла с первой гимнастки за использование музыки со словами. Несмотря на то, что в международной гимнастике использование музыки со словами разрешено, только вдумайтесь, с 2013 года. 2013 года. В общем, теперь разрыв еще больше и, что самое главное, в пользу другой гимнастки. Что, как, почему? Дело в том, что первая девочка действительно допустила немного больше технических неточностей, но только потому, что была намного быстрее и успела сделать намного, а точнее на целых 1,5 балла больше трудностей, что по международным правилам было оценено по достоинству и дало возможность выиграть даже пускай с небольшими помарками. Но в правилах пятого уровня практически все сложные элементы не были засчитаны, но исполнение только вычиталось. Так, ну что же это получается? Получается, международные правила мотивируют учить и делать больше и сложнее, в то время как в локальных правилах ничего из этого не будет засчитано. И, самое главное, гимнастка, сделавшая слишком много трудных элементов, наоборот, будет скорее наказана, чем поощрена. Получается так, да. Пишите, понравился ли вам такой формат и какие сравнения вы хотели бы увидеть в следующих видео. Всем добра!